Утро вторника для Марка началось как обычно. Будучи водителем службы доставки, он привык к монотонным, но требующим предельной концентрации будням. На приборной панели его грузовика лежал длинный список адресов, а кузов был доверху забит посылками разных форм и размеров. Солнце едва поднималось над горизонтом, окрашивая бескрайние поля в нежно-золотистые тона. Марк любил эти утренние часы, когда природа только просыпалась, а дороги оставались пустыми. Его маршрут пролегал через сельскую местность, живописные фермерские угодья, где зеленые пастбища тянулись до самого горизонта, разделенные лишь редкими изгородями и грунтовыми дорогами. Марк насвистывал незамысловатую мелодию, уверенно ведя свой тяжелый фургон по знакомому пути. Он знал здесь почти каждый поворот, каждое раскидистое дерево и каждую ферму. Работа курьера научила его замечать мелочи, ведь от его внимательности часто зависело, насколько быстро посылка найдет своего адресата. Часы показывали 10:30, когда Марк проезжал мимо одного из самых крупных пастбищ в этом районе. Здесь обычно паслись стада черных коров, мирно жующих траву. Мужчина бросил мимолетный взгляд в окно и сначала не заметил ничего необычного. Однако, проехав чуть дальше, его взгляд зацепился за странное шевеление у старых ржавых ворот, преграждавших путь к частной территории. Марк притормозил. Что-то в этой картине показалось ему неправильным. Внимательнее присмотревшись, он разглядел небольшую черную фигуру, зажатую между металлическими прутьями забора. Это был маленький теленок. Его голова и передняя часть туловища каким-то образом проскользнули сквозь узкую щель ворот, но задняя часть намертво застряла. Вокруг него взволнованно ходили взрослые коровы, включая, судя по всему, его мать, которая издавала тревожное глухое мычание. Марк взглянул на часы. График доставок был плотным, каждая минута на счету. Опоздание грозило выговором от начальства и недовольством клиентов. «Наверное, фермер скоро приедет и поможет ему», — подумал Марк и уже собирался нажать на педаль газа. Но в этот момент теленок дернулся, издал жалобный, полный отчаяния звук, и Марк увидел, как тяжело вздымаются его бока от усталости. «К черту график», — тихо сказал себе Марк. Он съехал на обочину, включил аварийную сигнализацию и заглушил мотор. Выйдя из прохладной кабины фургона, Марк сразу почувствовал тяжелый, душный летний воздух. Он направился к воротам, стараясь идти спокойно и размеренно, чтобы не напугать и без того встревоженных животных. Чем ближе он подходил, тем отчетливее понимал всю серьезность ситуации. Маленький черный теленок застрял в ловушке. Металлические прутья ворот, сваренные из тяжелых труб, образовали узкий зазор. Малыш, ведомый любопытством или желанием добраться до сочной травы по другую сторону забора, просунул туда голову, а затем попытался протиснуться целиком. В итоге его шея и плечи оказались намертво зажаты. Из пасти теленка обильно текла слюна, явный признак сильнейшего стресса и обезвоживания. Было неизвестно, сколько часов он уже провел в этой западне. Возможно, он торчал здесь с самого рассвета, безуспешно пытаясь освободиться. Его глаза были полны неподдельного страха и глубокой изнуряющей усталости. Каждое движение давалось ему с огромным трудом, а кожа на шее уже была слегка стерта от постоянного трения о металл. Рядом, по ту сторону забора, стояли 3 взрослые коровы. Они настороженно и хмуро смотрели на приближающегося человека. Мать теленка не отходила от него ни на шаг. Ее массивное тело загораживало малыша от остального мира. Она шумно выдыхала воздух через ноздри, демонстрируя готовность защищать свое дитя, несмотря на то, что сама была бессильна ему помочь. Марк остановился в паре шагов от ворот. Ему нужно было завоевать доверие животных. Если коровы начнут паниковать, они могут случайно травмировать малыша или самого Марка. «Тихо, тихо, малыш», — мягким, успокаивающим голосом произнес Марк, протягивая руку вперед. «Я здесь, чтобы помочь. Все хорошо». Теленок испуганно замер, уставившись на незнакомца.
Марк медленно подошел вплотную и осторожно положил ладонь на голову животного. Он начал гладить его между ушами, продолжая говорить тихим и ровным голосом. Удивительно, но теленок не стал вырываться. Словно почувствовав, что этот человек не несет угрозы, он затих, тяжело дыша, и позволяя Марку осмотреть ловушку. Осмотр показал, что ситуация была гораздо сложнее, чем казалось издалека. Металлическая конструкция ворот была жесткой и не имела никакого люфта. Просто так вытолкнуть или вытянуть теленка обратно было невозможно. Мешали широкие плечевые кости и уши. Нужно было действовать аккуратно, шаг за шагом. Марк решил начать с того, чтобы освободить пространство вокруг ног теленка, чтобы тот мог хотя бы немного опереться на землю и снять напряжение с шеи. Мужчина присел, пачкая свою форменную одежду в придорожной пыли и грязи. Из-под ног теленка торчали пучки высокой травы, за которые тот безуспешно цеплялся копытами. Марк аккуратно переставил уставшие ноги малыша, пытаясь найти для них более устойчивое положение. Затем наступила самая сложная часть — освобождение головы и шеи. Марк понимал, что если он просто потянет теленка назад, то может повредить ему шею или повредить уши. Нужно было развернуть голову малыша под определенным углом, чтобы она могла пройти сквозь узкий зазор. Мужчина обхватил руками голову теленка. Животное снова занервничало, начав тихонько мычать и дергаться. «No, спокойно, но твердо произнес Марк, сдерживая порывы малыша. «Потерпи, маленький, еще чуть-чуть». Марк начал медленно и аккуратно поворачивать голову теленка на бок, одновременно пытаясь подтолкнуть ее назад в сторону пастбища. Металл зловеще скрежетал, а коровы за забором начали взволнованно переминаться с ноги на ногу. Мать теленка подошла вплотную. Ее огромная голова находилась всего в нескольких сантиметрах от рук Марка. Мужчина чувствовал ее горячее дыхание, но не отступал. Он был полностью сосредоточен на задаче. Первая попытка не увенчалась успехом. Голова теленка застряла еще сильнее, и малыш жалобно замычал от боли. Марк тут же ослабил хватку и снова начал гладить его, давая перевести дух и успокоиться. Солнце палило все сильнее, пот заливал глаза водителя, а время неумолимо шло вперед. Марк знал, что на работе его уже, скорее всего, потеряли, но мысль о том, чтобы сдаться и уехать, даже не пришла ему в голову. Он предпринял вторую попытку. В этот раз он изменил тактику. Он присел пониже, чтобы изменить вектор движения. Марк аккуратно прижал уши теленка к его голове, чтобы они не зацепились за острые края труб, и плавным, но сильным движением потянул голову назад и немного вниз. Раздался глухой звук, и голова теленка наконец выскользнула из железного плена. Оказавшись на свободе по ту сторону ворот, теленок от неожиданности и нахлынувшей усталости буквально рухнул на колени прямо в траву. Он был настолько истощен долгой борьбой и стрессом, что у него просто не было сил стоять. Марк не оставил его. Перегнувшись через забор, он помог маленькому бедняге подняться, придерживая его под брюхо и направляя на ноги. «Good job!» — с облегчением и улыбкой выдохнул Марк, похлопывая спасенного теленка по боку. «Ты справился, малыш». Почувствовав под копытами твердую почву и осознав, что он наконец-то свободен, теленок немного покачнулся, но удержал равновесие. Из его пасти все еще шла пена, но взгляд мгновенно изменился. В нем больше не было того смертельного страха. К нему тут же подбежала мать. Она принялась неистово облизывать своего детеныша, проверяя, все ли с ним в порядке, и уводя его вглубь пастбища, подальше от опасных ворот. Остальные коровы последовали за ними, бросив напоследок на Марка долгий, как будто благодарный взгляд. Марк стоял у забора, тяжело дыша и вытирая пот со лба. Его руки дрожали от напряжения. Форменная коричневая рубашка была в грязи и слюне, но на душе было невероятно легко. Он проводил взглядом удаляющееся семейство, чувствуя, что этот день, несмотря на сорванный график, уже прожит не зря.
Он вернулся к своему грузовику, завел мотор и посмотрел на экран бортового компьютера, где светились уведомления о задержке маршрута. Марку предстоял непростой разговор с диспетчером и долгий рабочий день, чтобы нагнать упущенное время. Но, нажимая на педаль газа и возвращаясь на трассу, он улыбался. В конце концов, посылки могут немного подождать, а вот спасенная жизнь — нет.